Ведь можно научить играть на рояле. Многие умеют играть на рояле, но не все же Рахманиновы. Не все Стравинские. Потому что надо не только уметь так играть на рояле, как играл Рахманинов, но надо уметь думать музыкально, как Рахманинов. То есть уметь видеть искусство. Там этому не учат. Я посмотрел на стены вывешенные графики, как бы выставки, и меня поразила эта убогость. Опять эта серость. Педагог, который меня водит, он оказался педагогом. То есть он им придает мастерство печати, мастерство. Он меня спросил, да, он учит. А что вы сейчас делаете? Я говорю, я сейчас делаю, вот у меня выставка в Третьяковской галерее. Я говорю, приходите, она скоро закрывается. Что он мне на это ответил? Да, я бы пришел, но я сегодня должен ехать на дачу. And back once again with, as promised, part 2 of our best. Друзья, с вами Арт-Патруль. Мы продолжаем наш трип по Вена Контемпори. Мы третий день. И сегодня мы едем за город, далеко за город, по прекрасной Австрии, на виллу скульптора, советского скульптора Вадима Космачева, который в начале 80-х мигрировал из Советского Союза. Говорят, что у него там роскошно. Его скульптуры, гектары земли, ухожено. В общем, все по-австрийски. А сейчас мы в центре Вены, ждем автобус. Ребята, тот момент, когда ты чувствуешь... Друзья, мы наконец-то добрались. Мы добрались до особняка Космачева. Первое впечатление нереальное. Видите, мы пока коров доили, немножко отстали, все уже выпивают. Слушайте, каково это жить в такой красоте каждый день и просыпаться здесь? Да, очень приятно. Еще и творить. Да, это очень, конечно, мотивирует, так можно сказать. Вдохновение. Вдохновение. Вот посмотрите, вот там стол, Мы наверх ему, снимем, вот я тут сажусь с маленьким кусочком бумаги, с альбомчиком. И вот медитируешь, на все это смотришь, и сразу приходит в голову какие-то новые мысли, идеи. Потом, если ветер подует, эти мобили начинают двигаться. Но вот это уже непосредственно ваше. Это все, да. Выглядит, знаете, как что-то такое космическое. Ну, это квадрат. Внешний квадрат, а внутренний это трапеция. Ну, вот такое сочетание: негатив трапеция, а позитив квадрат. Мы сейчас, видите, в движении отражаемся. А, даже так, отражение. Да, здесь. и мы попали на небо. Вы видите, вот мы же на небе. Слушайте, правда, смотрите, даже это отсюда. Же на небе мы. Обалдеть. Но это все новые скульптуры, Это последние. Да, это в Последние. прошлом году я сделал и установили здесь эту скульптуру. В мое время, когда я в Германию приехал, 83 год, первые скульптуры вырезали по шаблонам, сделанным мной 1 к 1. А сейчас этого уже нет. Сейчас уже это все переводится в дигитальные формы. Те работы, которые в Третьяковской галерее были представлены, это в основном из частных коллекций, или вы делали их специально? Из частной только коллекции несколько работ дала вот эта Стелла, это фонд Стелла, это из частной коллекции. А остальные работы, все, которые там показывались, кажется, все, да, это мои работы. Это работы, которые мы, некоторые специально для выставки, как этот квадрат делали, но другие это то, что было вот в наших закромах, вот в депо.
Вадим, а я задал вам вопрос, это имеет отношение к нефти? Она очень похожа на качающую нефтяную На лыжку. нефти кача. Я сразу об этом и подумал. Первая ассоциация. Причем, по-моему, нефть находится прямо здесь. Может быть, может быть, находится и нефть, это все возможно. Многие современные скульптуры, мы знаем Калдера, мы знаем многих, конечно, Аниша Капура, где великолепные ассоциации, бесконечный ряд этих ассоциаций. Вот Стюарт, например, рассказывал, как его мальчиком потрясли эти 3 скульптуры в Чикаго, где стоит огромный мобиль Калдера в центре, потом красный, рядом Пикассо 30-метровый, дальше Де Буффе, но вот теперь там Аниш Капур еще. И весь город сразу стал иметь музейное лицо. То есть Чикаго стал просто мега, да, это вот что делает искусство, что делает, да. Я это замечала в Германии, в некоторых городах, которые были сметены войной, почти стерты до конца, до нуля. Это Майнц город, вот там у меня 12 скульптур. Вот какой город важнейший с вашей скульптурой, да, именно вашей работы? Это 12 скульптур. Там местная газета писала, что у меня свой скульптурный парк вдоль Рейна, ну по-немецки Райн, вдоль Рейна. Там действительно 8 скульптур. Вот они почти вот так вот на небольшом относительно пространстве. Некоторые на улице, некоторые в больших пространствах таких перекрытых, внутренних дворах там. Вы специально используете отражающие вот эти? Да, конечно. И по очень простой причине. Для пространства? Нет. Я как раз скульптура состоит, мои скульптуры состоят из 3 как бы элементов. Это вот вы видите металл. Второе — это вот зеркальная сталь. И куски природы, которые в них отражаются. Они составляют именно пластическую, одну из составляющих главного скульптурного образа. И благодаря перемене небесной картине они меняются по характеру. То облака там движутся в них, то луч заката, там все по-разному. Так что это становится составной частью скульптуры. Бывает такое вот ощущение, когда вы здесь сидите по вечерам, смотрите на всю эту красоту, на ваши скульптуры, на ваше творение, на ваш дом, на Австрию. У вас бывает такое ощущение, что вы абсолютно счастливый человек? И что этот дом – место мечты? Потому что, мне кажется, это идеально. Многие, я думаю, здесь даже, кто находится, уже подумали, что идеально было бы так. Ну, вы знаете, прямо скажем, бывает, но привыкаешь, конечно, как и каждый человек привыкает ко многому, и кажется, что это нормально, это реально, это ничем не отличается. Есть и лучшие места, так думаешь. Вот нам рассказали тут об одном парке скульптурном около Нью-Йорка. Там 40 гектаров земли или даже больше. И там все, не знаю, собраны известнейшие имена. Так предела нет, могу так сказать. Конечно, хорошо. Они же там не живут, все эти имена. Они не живут, да, это разница. А я мечтал, у меня была мечта жить вот среди своих скульптур. Вот это была моя мечта. Поэтому эти скульптуры, вот прямо, они не продаются, по ним заказывается только. Что послужило вообще главной причиной выезда в конце 70-х годов из Советского Союза? Главная причина – это падающая вниз востребованность. Я видел, что она скоро упадет до нуля. Так. И второе, еще уехали все друзья. Вот все близкие друзья, все уже были за границей. Это Александр Ней Нежданов, Сережа Исаян, Эдик Зеленин. Это мои друзья. Леша Хвостенко, помните, под небом голубым есть город Золотой. Под небом. Вот, Леша уехал. Есть город золотой с прозрачными воротами и с яркою стеной,
Дамы, которые летом, когда сейчас отключили, но летом течет вода, они моются душем. Видите, женщины всегда любят, очень гигиеничные существа, поэтому я вот их изобразил в разных таких движениях с душевым аппаратом. Вот эта работа была выставлена в Зальцбурге на выставке, там каждый год в июле, летом, так называемые фестшпиле. Фестшпиле, это весь мир съезжается. Фестиваль. Да? Фестиваль музыки. И там параллельно участвуют художники. На площади каждому дают, ну, никого приглашают. Вот я по приглашению сделал вот эту работу, она там стояла на протяжении всего этого мероприятия, и газета написала, что эта скульптура, ну, если переводить с немецкого на русский, освежает эти фестшпили, ну, потому что вода все время течет, там бурлит. Это женский торс, а это женский торс, это я делаю для конгресса гинекологов в Германии. Серьезно? Да, для конгресса гинекологов мне заказали, огромный зал был, и я объяснял, что это, видите, это нирн, это почки, а это вот почки, это талия. И я объяснял производство человека вот этим органом матки. Только тогда происходит, если мужской индивид этому помогает. То есть тут была ручка, сейчас ее нет. Надо было подходить и крутить. Такая метафора зачатия. И тогда начинает работать. И тогда начинает работать. Все верно. Крутится пропеллер. А что за руки? Вот, Руки они так выражены? Руки это мои Ваши? руки, да, это мои руки. И вы же писали? И я же, да, их как бы портрет. Некоторые художники пишут лицо? Физиономию. Ну, я считаю, что для скульптора рука это его портрет. Вот мои руки. Ну, по сути, да. Я познакомился однажды с замечательным испанским скульптором, другом Сальвадора Дали. Старику было за 90. Когда мы с ним знакомились, он говорит: покажите мне ваши руки. Я показал: вы скульптор. Я, да, вы угадали. А это что? Это Джерри. Это главный скульптор в доме? Да, мой помощник, очень во многом помогает. Я знаю, что вы с одноклассники сидели рядом на одной почти партии. Сначала друг друга ненавидели и не любили, не знаю как, ругались постоянно. А потом решили до конца вместе жить и работать. Так что, друзья, когда вы считаете, что любви не существует, посмотрите на Алену и Вадима, посмотрите на этот прекрасный дом, на Австрию вообще. Здесь на горе, и поймите, что... И самое главное, что вы вместе творите. Мы вместе многие проекты обсуждаем вместе, но иногда расходимся, конечно, наши позиции бывают, что нормально, бывают разными. Алена художник, вы скульптор. Алена художник больших вот таких архитектурных объектов. И живопись, конечно, которую почти не хочется замечать. Нет, я замечаю и люблю. Вадиму ближе то, что с архитектурой связано. Но эти архитектурные работы, и в Австрии вот последняя покупка была музеем современного искусства Нижней Австрии. Большой, приблизительно в 2,5 раза больше этот объект был куплен. Это 83-й год. Я выиграл этот конкурс. Это не просто было выиграть, 6 приглашенных художников. Один заболел, и мне сказали: хотите шанс? Один выбыл. Да, даже так? Да, поэтому, вот так. Поэтому вы начали участвовать? Да, я показал нужным людям мои работы в Ашхабаде. Ага. Мою конструкту в Ашхабаде. Они сказали: вы знаете, у нас один заболел, хотите, вот мы вас пригласим. И вы выиграли? Если не выиграете, 6 тысяч марок немецких. А выиграете контракт. Знаете, художника чувства редко обманывают. Я верю в это. Это моя позиция такая, что Россия – это не Советский Союз, это другая страна.
И перед Россией открыты будут очень большие возможности, и она их достигнет. И я уверен именно в том, что она, достигнув этой своей новой позиции, вернет себе ренессанс русской культуры, вернет себе авангард, вернет его честь и его продолжит. Эту честь она воспримет как свое наследство. И это наследство будет ценить, и этим наследством будет жить и себя постулировать в мировой культуре. Это моя позиция сейчас. ذهب والناس نحاس الريدك